Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. За окном у нас зима, снег, гололед, немножко снежком присыпанный. А дома, смотрите, какая красавица. Вот она на окне у меня одна стоит. Я ей выделила целый подоконник. И смотрите, как она роскошно здесь развалилась. Умница моя. Как видите, это бегония. Я ее определила как Клеопатру. Я не знаю, может быть, кто-то меня поправит, скажет, что это не так. Я спорить не буду, я проверю. Но я вот искала, как же ее зовут, потому что, знаете, с одной стороны, растения я люблю, и даже и без названий, они все равно, я их люблю, все равно они такие хорошенькие. Но если бы знать название, то еще лучше было бы. Мы, когда сдружим с человеком, мы же спрашиваем, как его зовут. Мы же не просто дружим и говорим «Эй, девушка» или «Эй, там еще кто-то». Мы же обращаемся по имени. Поэтому вот я так думаю, что это у меня Клеопатра. Вот смотрите, еще раз какая большая. Я сходила за ножничками, небольшой перерывчик, потому что я вижу, что у нее есть листик, который я хотела бы убрать. Он совсем уже пожелтевший. Вот этот листик, видите, он уже такой вот уже поживший. И я его уберу, чтобы он не портил общий вид. Вот там где-то он начинается. Опа, я его обрезала. Так, убираем. И, наверное, еще пару листиков я срежу. Вот эти листики, видите, он уже тоже старенький лист. Это, знаете, это следы его летнего пребывания. Вообще он у меня, вот эта вот бегоша моя, она стоит у меня на окне. Окно это у меня северное. И, в принципе, зимой ему здесь света хватает. У меня здесь нет никакой дополнительной подсветки. Нет. Я считаю, что и нормально. Зимой же тут вот дерево под окном, но на деревьях же зимой нет листьев. И поэтому я считаю, что света ему хватает. А на лето я выношу вот эту красотку на улицу. Она у меня стояла на крыльце. Если кто-то захочет увидеть это, у меня есть летнее видео, там, где как раз на крыльце стоит бегония. Ну, там и не только бегония у меня стояла, и дендробиум стоял. Считаю, вот это пребывание на свежем воздухе, летний выгул, пошел на пользу. Смотрите, какая она шикарная. Смотрите, какой лист большой. Смотрите, он почти в мою ладонь. Вот, почти в ладонь. И смотрите, как просвечивается. Видите, здесь такое двухцветное. Ну, даже вот на кончиках какое-то красноватое. Вот такие вот цвета яркие, сочные. И вот этот ее вырезанный лист, видите, напоминает кленовый. Вот поэтому я так и определила, что это именно Клеопатра. И вот эти вот листья, они как раз, вот видите, тут еще шерсть кошачья. Кошки любят на окне сидеть. И это вот летнее пребывание еще вот как раз вот они и помнят. И вот он уже свисает, лежит уже на подоконнике. Видите, какие травмы произошли у него за лето? Это летние листики. Вот, видите, царапки какие. Ну, это кошки точно. И, в общем, ветром же трепала вот эту вот растюшку мою. И поэтому вот такие листики у нее и вот немножко потрепанные. И я пару листиков, наверное, тоже сниму. Вот, нашелся еще один желтенький. Так что я считаю, я правильно это сделала. Убрала вот эти лишние листья. А здесь много еще молодых лезут. Поэтому потеря невеликая. Смотрите, вот молодой лист какой шикарный. Прямо шикарный.
Вот какой. И весь такой в зубчиках, в зубчиках. И шерстинки такие интересные. Вот, а там джунгли. Там, смотрите, сколько листьев и сколько цветоносов. Вообще бегония, вот это относится к бегониям декоративно-лиственным. То есть она хороша вот именно этими листьями. И я думаю, вы со мной согласитесь. Смотрите, какая роскошь. И вот что же это вот возвышается такое? Да-да-да, вот именно это цветоносы. Так, сейчас я повернусь немножко. Ага, вот так, уже светло, уже вот видно, да, вам? Смотрите, вот это цветет декоративно-лиственная бегония. Цветочки на любителя. Кто-то скажет, что нет, тут ничего красивого нет, и пусть будут только листья. Но мне они нравятся. Смотрите, сколько у меня их много. В том году эта растюшка у меня не гуляла на улице летом, и столько цветов не было. А сейчас, смотрите, раз цветонос, вот два цветонос, три, четыре, пять, шесть, а там внутри еще 7, а вон там, вон 8. Вот здесь еще один, 9. И там, по-моему, в джунглях еще что-то есть. Растение это неприхотливое. Я его выращивала совершенно из одного всего лишь листика. Вот такой вот листик я принесла домой. Вот этот черешок поставила в воду, и он дал корешки. Бегонию размножить нетрудно. Можно вот так одним черешком, и он даст корешки. Можно частями вот листа. Вот этот лист нарезается с жилочкой. Желательно вот с одной, с какой-нибудь. Ну, немножко укорачивается, чтобы не расходовал зря влагу на поддержание листовой пластинки. Еще есть семенной способ размножения, но и с семенами, честно говоря, никогда не пробовала. Вот она у меня разрослась. Вот этому кустику, по-моему, уже годика 3. Ну, может быть, я ошибаюсь, может быть, даже и побольше, может быть, и все 4. Честно говоря, я тогда еще канал не вела и не особо так и не запомнила, когда же он у меня появился. Вот это на северном окне, без всякой досветки и без всякого дополнительного увлажнения. А летом выношу на улицу, стоит на крыльце у меня, на ступеньках моего крыльца. И мне кажется, ему там хорошо. Там солнце бывает только на закате. Оно, закатное солнце, не очень яркое, и растение не обжигает. А вообще, конечно, прямые солнечные лучи ему, по крайней мере, вот этой растюшке, я думаю, повредят. Есть бегонии, я знаю, еще выращивают на клумбах, они там сидят на ярком солнце, вечно цветущие называются. Но они совсем другие. А вот это, конечно, яркое солнце не вынесет. Полив обычный, подкормки обычные, тоже ничего особенного для декоративно-лиственных. И вот такая красота получается. Вот еще раз вам цветочек показываю. Нежно-розовый с желтой серединкой. Смешная такая хохолок там. Благодарю вас за внимание. Рада, что вы побыли со мной и посмотрели вот на эту красотку. И согласитесь со мной, что ей как раз одной вот на этом подоконнике и стоять. Но пока, во всяком случае, я не обросла еще новыми экземплярами, пусть она стоит одна, привольно раскидывает свои роскошные листья. Если у вас нет такой красотки, а вы хотели бы иметь комнатное растение, подумайте. И оно одно, смотрите, какое большое получается, и украсит ваше окно, и украсит ваш интерьер. Прошу вас поддержать меня пальчиком вверх. Можете подписаться на мой канал. Я буду рада и тому, и тому. И мы с вами обязательно еще увидимся и посмотрим что-нибудь интересное.